Друзья, рада приветствовать вас на своем канале «Энергия Таро», где сегодня мы поговорим о личности, чья история окутана сиянием молний и густым туманом тайн. Что если гении приходят в этот мир не случайно? Что если их миссия не просто изобрести, но расколдовать эту реальность, показав человечеству путь к энергии, которой пронизана ткань нашего мироздания? Кто же такой Никола Тесла? Просветитель или повелитель стихий? Изгой, опередивший время, или пророк, чьи откровения были намеренно скрыты? В этом Таро-раскладе мы не просто перелистаем страницы биографии, мы попытаемся прочесть судьбу человечества через призму жизни одного человека. Мы зададим картам вопросы, на которые история не дает однозначных ответов. Откуда Тесла черпал свои идеи? Кем был для него его кумир Томас Эдисон? Чьи интересы на самом деле защищал Эдисон и какие силы за ним стояли? И действительно ли величайшие открытия Теслы были утеряны, а его имя намеренно вычеркнули из учебников? Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 13 лет, детский психотерапевт. Помогаю вам с помощью карт Таро раскрыть ответы на волнующие вас вопросы. И помогаю решить эти вопросы с помощью белых обрядов. Заказать у меня расклад или обряд вы можете, написав мне в личку, которая указана под любым видео на канале. А если вам интересно не просто смотреть и слушать расклады, но и понимать, что говорят карты, то у меня есть для вас кое-что интересное. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. Никола Тесла – имя, которое невозможно забыть, невозможно не знать, особенно если речь заходит о революционных изобретениях и неординарных открытиях. С детства этот человек был необычным. Невероятная фантазия, гениальность и желание изменить этот мир. Однако не все, что связано с его жизнью, открыто для общественности. Тесла родился 10 июля 1856 года в сербской семье в селе Смильян. В детстве он страдал от болезни, что вынуждало его погружаться в свои мысли и исследовать себя. Был ли этот период уединения просто следствием физической слабости? Или это было знаком того, что Тесла с самого детства чувствовал, что его путь будет отличаться от всех других? В юности Тесла отправляется в университет, где начинает осознавать свою уникальность. Неудивительно, что Тесла быстро понял: его место не среди обычных ученых, а среди тех, кто решает задачи глобального масштаба. Когда Тесла пересекает океан и оказывается в Америке, он начинает работать с Томасом Эдисоном, который сразу замечает его необычные способности. Но вместо того, чтобы стать союзниками, они превращаются в конкурентов. Был ли Эдисон врагом Теслы, или же их конфликт просто отражение борьбы двух противоположных идей – постоянного и переменного токов? И стоит ли за этим не просто личная неприязнь, а более глубокие силы, которые встали на пути у Теслы? Тесла стремился к изобретениям, которые могли бы изменить мир. Но что стояло за этим? Его искреннее желание помочь человечеству или личное стремление к бессмертной славе? Как его научные исследования могли бы повлиять на ход истории, если бы он не столкнулся с мощным сопротивлением? Что скрывают те моменты, когда его работы оставались недооцененными и забытыми, а его личность становилась все более эксцентричной и одинокой? Путь по следам Теслы поможет нам не только пролить свет на его жизнь, но и понять, какие силы влияли на его судьбу, почему его уникальные идеи не были реализованы в полной мере, и как это влияет сейчас на все человечество.
Сегодня с нами родное Таро. Здравствуйте, карты. И первый вопрос прозвучит таким образом. Учитывая, что личность Николы Теслы является одной из самых загадочных в истории XIX века, некоторые предполагают, что Тесла мог быть вполне придуманным персонажем, через которого можно было показать разработки внеземных цивилизаций. А сам он не существовал как реальный человек. Давайте узнаем. Существовал ли такой человек, как Никола Тесла, который родился в Австрийской империи в 1856 году? Существовал ли вообще такой человек, как Никола Тесла? Тройка пентаклей – это положительная карта. Тройка пентаклей – это род, это то, что идет от рода, это знания, которые передаются от рода. Карта нам здесь еще подсказывает, что Никола Тесла был не просто гением, сам по себе такой единственный во всем мире, но он унаследовал от кого-то, а точнее от своего рода, какие-то определенные знания, которые помогли ему потом в будущем стать великим ученым. Действительно, такой человек существовал. Правдивы ли официальные данные о детстве Николы Теслы, которые мы все с вами можем увидеть, заглянув в Википедию? Правдивы ли официальные данные о детстве? Рыцарь жезлов – это положительная карта, и рыцарь жезлов – это стремление к чему-то, это какие-то цели. Здесь рыцарь жезлов нам еще говорит, что до того момента, где мы читаем о том, что он поставил перед собой какие-то цели и задачи, то есть до отрочества, до юности его, это вполне может быть правдой. И рыцарь жезлов – это положительная карта. То есть официальные данные, которые мы с вами читаем, заглянув в Википедию, о Николе Тесле, его детстве, его родителях, это правда. Однажды, теплым летним вечером, мальчик по имени Никола сидел на крыльце дома и гладил кота. Вдруг, при поглаживании шерсти животного, Тесла заметил промелькнувшие в ней искорки и удивился. «Что это?» – спросил изумленный Тесла у отца. «Я точно не знаю», – ответил отец. «Но очевидно, что это та же самая сила, что живет в молниях». С тех пор, по легенде, мечтой Теслы было приручить электричество, изучить его и сделать его делом всей своей жизни. Давайте узнаем, правдива ли история про кота и заинтересованность Теслы именно в этот момент посвятить свою жизнь электричеству. Правдива ли история про кота? Девятка мечей не совсем. Здесь вот немножечко либо напутали девятка мечей, либо он наоборот испугался в этот момент. Вот когда он погладил шерсть кота, он больше не заинтересовался, а испугался. Он не понял того, что произошло. Здесь, да, здесь история про кота. Давайте посмотрим. Да, история про кота правдива. Хотел дно колоды посмотреть. Действительно, и колесница, да, действительно его это очень заинтересовало, но тем не менее не меньше того испугало, потому что ребенок был маленький еще, он не понял, что произошло. А родитель, то есть отец, не смог ему до конца этого объяснить и донести. Вполне возможно, что ответ отца был придуман. То есть отец ничего, возможно, не ответил или ответил, что я не знаю. И ребенок просто испугался, но тем не менее мечта, вот посмотрите, свечка, да, здесь горит. Мечта о том, чтобы заниматься электричеством, осталась. И по колеснице он все время об этом думал. Действительно, все началось с кота, но тем не менее ребенок испугался, как я уже сказала. Действительно ли желание посвятить себя электричеству и его изучению это было желанием самого Теслы? То есть ему никто на это не наставлял. У него был выбор. Да, желание действительно его. У него был выбор, он хотел заниматься электричеством, либо чем-то другим. Вот нам об этом вполне возможно не говорят, но был какой-то выбор, карта влюбленной. И карта влюбленной еще говорит, что любовь к своему делу. То есть он действительно полюбил всей своей душой, всем своим сердцем электричество и действительно хотел этим заниматься. Но тем не менее выбор все-таки был. Действительно ли желание посвятить себя электричеству и его изучению было желанием самого Теслы? Абсолютно точно да. Его никто не уговаривал, его никто не наставлял пойти по пути электричества. Он действительно сам этого хотел. Сам этого желал, здесь два старших аркана вышло. А действительно ли Тесла имел дар, способности к изучению электричества с детства? Мы с вами увидели на первом вопросе, что он получил какие-то знания от своих предков. Действительно ли Никола Тесла имел дар, способности к изучению электричества с самого детства? Да, два старших аркана тоже. Кстати, карта умеренность может говорить еще о том, что он был бы замечательным алхимиком, потому что карта умеренность в средневековые времена называлась картой алхимии. Именно сейчас она ассоциируется у нас в какой-то степени с медициной. Когда мы вытягиваем карту умеренности, это говорит еще и о медицине. О гармонии, о медицине, о алхимии. То есть он бы стал хорошим ученым-алхимиком, если бы он не посвятил себя электричеству. Карта справедливость говорит, что по справедливости или по судьбе этот дар пришел именно к нему. Потому что он по справедливости должен был что-то открыть и показать человечеству. Именно этот человек. Поэтому дар у него, соответственно, был. У Николы был старший брат Дэн, которого родители считали очень одаренным мальчиком. Отец Теслы ставил на своего старшего сына все свои надежды и мечты. И Никола рос в тени Дэна. Однако в 1863 году трагическим образом Дэн погибает, упав с коня. Никола наблюдает всю эту картину. Он последний, кто видел брата. И тут некоторые источники поговаривают о том, что малолетний Никола, завидуя старшему брату и борющийся за внимание своего отца, столкнул своего брата с лошади. Так ли это? Действительно ли Никола Тесла каким-либо образом
был виновен в смерти своего брата. Действительно ли Никола Тесла каким-либо образом был виновен в смерти своего брата? А это кто у нас? Интересно, что здесь мне показывают, виновен кто-то из семьи. И кто-то, кто старше по возрасту. То есть Никола был маленький, и он действительно наблюдал эту картину, что погиб его старший брат. По пятерке мечей я это наблюдаю. Я вроде бы выиграл, но я повержен при этом. Все мы помним, что Никола в любом случае завидовал тому, что старшему брату уделяет так много внимания. Я вроде бы это вижу, я вроде бы выиграл в этой ситуации. В ситуации, которая произошла с моим старшим братом, вот это рыцарь Пентаклей, это старший брат. Рядышком конь, смотрите, нарисован. Это тот человек, который погиб из-за того, что упал с коня. Но здесь еще кто-то виновен, кто-то еще замешан. Пятерка мечей, я ничего не могу с этим сделать. Я эту картину вижу и наблюдаю, но я никак в этом не участвую. Тройка жезлов я уже увидел, когда это произошло. Тройка жезлов это уже произошло, я ничего не могу с этим поделать. Я увидел, как страдает мой старший брат, то есть как он погибает у меня. И у меня есть какой-то выбор, говорить или не говорить. Вот такое ощущение, что кто-то из домашних был замешан, и у него в течение всей жизни, пока он жил с родителями, я имею в виду Никола Тесла, был выбор, говорить об этом инциденте, о том, что он увидел, или не говорить. И вот здесь по шестерке кубков кто-то из старших родственников замешан. И здесь идет женская фигура. Но женская фигура идет у меня... Вот у меня идет сейчас ощущение такое, что не потому, что она хотела это сделать, не потому, что она хотела убить Дэна, а потому что она сделала это из заботы. Все мы помним, что мама что-то делала своими руками. Помним, да, из истории, то, что Никола Тесла унаследовал это еще и от мамы. От своей мамы постоянно что-то делала своими руками, его мама. А вот здесь как раз женщина вяжет. Женщина старшая по возрасту, это мама. Мама что-то вяжет, мама что-то делает. И вполне возможно, она что-то сделала с седлом, с самой лошадью, с уздечкой, возможно, лошади, с вожжами лошади, чтобы проявить заботу для своего сына. А сделала все наоборот. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть сын погиб по вине старшего человека в доме, женщины, которая что-то сделала во благо сына, но тем не менее сын погиб. И вот Тесла это все видел, наблюдал, и он прекрасно понимал, кто виновен в этой ситуации. Но он никогда не говорил, у него был выбор, сказать или не сказать, он никогда не говорил, потому что он очень сильно любил маму. У меня есть такое ощущение, что это все-таки мама. От мамы идет. Мама что-то сделала не так. Но мама в этом не призналась, я так понимаю, что. И Никола тоже в этом не признался, потому что все, скорее всего, боялись отца. Потому что отец был в тяжелой депрессии после смерти своего старшего сына. Как уже известно из истории, родители Теслы, в частности его отец, мечтал о том, что Никола станет священником. Самого же Николу такая перспектива страшила и угнетала. Его интересовали вопросы применения электричества, все мы прекрасно об этом знаем. В 1875 году молодой Тесла поступает в Высшее техническое училище в Граце, где особое внимание уделяет своей идее о применении переменного тока. Эту идею он принесет через всю свою жизнь. И именно с этой идеей он отправляется в Париж, где заочно знакомится с Томасом Эдисоном, которому устраивается на работу в континентальную компанию, где устанавливает и ремонтирует электрические системы. А в 1884 году Эдисон получает рекомендательное письмо о Тесле от его руководителя, где он пишет, что знает лишь двух гениев – его, то есть Эдисона, и Теслу. Так Никола Тесла переезжает в Нью-Йорк, знакомится лично с Томасом Эдисоном и устраивается к нему в Edison Machine Works, где работает инженером по ремонту электродвигателей и генераторов постоянного тока, не забывая при этом продвигать на тот момент своему кумиру Эдисону идею переменного тока и его возможные плюсы. Это становится частью противостояния изобретателей, которое получило название «Война токов». Из возможных союзников Тесла и Эдисон становятся конкурентами. И здесь очень важно понять, почему Эдисон не принял идеи Теслы и завернул их. Что этому поспособствовало? Какую положительную роль в жизни Николы Теслы сыграл Томас Эдисон? И что негативного Томас Эдисон привнес в жизнь Николы Теслы? Давайте две карты. Какую положительную роль в жизни Николы Тесла сыграл Томас Эдисон? Он его просветил, он его обучил, он его проучил. Вот пятый старший аркан Иерофант – проучить или научить чему-то. Дать больше опыта, дать больше гения в его голову. То есть он сам того не ожидая, его благословил на какие-то более большие, грандиозные, масштабные идеи, сам того не ожидая. Пятый старший аркан Иерофант. А что негативного Томас Эдисон привнес в жизнь Николы Тесла? Почему-то захотелось вытянуть две карты. Потеря чего-то, потеря ресурса. Он его просветил, он его научил, он поделился с ним каким-то своим опытом и знаниями. Он дал ему эту силу, но он же ее у него и отнял. Вот как интересно. Пятерка Пентаклей. Пятерка Пентаклей – одинокий человек. Здесь старая мать, пожилая женщина, которой не приезжают ее внуки и ее дети. И он отнял у него что-то, что сделало его одиноким совершенно на всем белом свете. Пятерка жезлов – это борьба,
это противостояние. У них действительно была борьба, у них действительно было противостояние. И вот эта борьба, его просто, хочется назвать это убила, но я не буду говорить это слово, не убила. Она его исковеркала. Это борьба с Томасом Эдисоном. Потому что Томас Эдисон был в какой-то степени, когда он приехал к нему в 1884 году, был его кумиром. И это, конечно же, исковеркало его душу, сделало его одиноким, одиночкой. После этого он стал очень много думать, задумываться о том, что он делает в этой жизни не так. Пойти ему по этой стезе, не пойти ему. Он даже думал какое-то время, идти ли ему дальше и заниматься ли ему дальше электричеством. Он даже думал об этом. 5 пентаклей. Нищий духом человек или человек, к которому никто не приходит, никто не приезжает, никто его не посещает. У него нет друзей и даже нет врагов. У него есть только одно противостояние. И вот голову, все его мысли занимало только это противостояние. И поэтому он не мог дальше заниматься нормально электричеством. Он не мог развивать свои мысли, он не мог развивать свои идеи. Вот что отнял у него Томас Эдисон. Является ли Томас Эдисон ставленником глобалистов, то есть ставленником системы? Тем, кем управляла система в целях управления человечеством и ограничения человечества в их информации? Является ли Томас Эдисон ставленником глобалистов? 8 жезлов абсолютно точно да. 8 жезлов — прийти к определенной цели, потому что это жезлы, это цели, прийти к определенной идее, достичь этой идеи, достичь определенного комфорта для человечества, и пусть человечество думает, что так, а не иначе. И иначе невозможно, чтобы было. То есть это ставленник глобалистов, это ставленник системы, это человек, который с определенной целью вошел в мир науки для того, чтобы человечеству что-то показать, но что-то у него отнять. Понимаете, да, о чем речь? Давайте посмотрим дно колоды, является ли Томас Эдисон ставленником системы. Да, рыцарь жезлов здесь, причем агрессивный человек. Он делает это с какой-то агрессией. Причем никто этого не замечает, но тем не менее он действует. Он действует очень расчетливо. Он действует очень плавно, но расчетливо. Одни жезлы с определенной целью этого человека поставили. А тогда Никола Тесла, наоборот, является ли выходцем из народа, самостоятельной фигурой, которая хотела дать развитие всему человечеству? Является ли Никола Тесла самостоятельной фигурой, которая хотела дать развитие всему человечеству? Да. Влюбленные с любовью к людям. Здесь не совсем про выбор уже. Здесь, да, выбор между собой и между человечеством, но он выбрал человечество. Он, конечно, хотел быть знаменитым по карте влюбленный. Он, конечно, хотел иметь какой-то статус определенный, но он выбрал человечество. Он пошел по этому пути. Он хотел показать и доказать человечеству с любовью к человечеству и к людям, что мы можем больше, что у нас есть все ресурсы для того, чтобы получить нечто большее, чем у нас есть на самом деле. Кто такой Томас Эдисон? Его суть давайте раскроем, его характеристику личности, является ли он вообще человеком. Кто такой Томас Эдисон как личности? Его характеристика личности. Характеристика личности Томаса Эдисона. Человек сбился с маршрута. Человек не знает своего настоящего пути, своего настоящего имени. Вполне возможно, он даже не является человеком. Вполне возможно, если он ставленник глобалистов, то он может быть запрограммированным ботом, не являющимся человеком. Внеземной цивилизации он может быть существом каким-то, все что угодно. Рептилоидом, мы сейчас посмотрим это. 2 жезлов — это человек, как сбитый с маршрута, не знающий своего пути, не знающий, какой дорогой пойти. Такое ощущение, как будто у него в голове мусор. Вот мусор, который мешает ему мыслить правильно, доносить какие-то свои речи доходчиво до людей, до человечества. 2 жезлов — это человек, который не знает своего пути, своего рода, своих предков. Он находится на определенной ступени своей жизни, которая не ведет его абсолютно ни к чему. У него нет цели, у него единственная цель — показать что-то человечеству, а в остальном обделить его важной и доступной информацией, которой хотел наделить человечество Никола Тесла. 2 жезлов — это человек, который не знает своего пути. Он не может грамотно рассчитать, где и как ему обойти какие-то определенные углы. 2 жезлов — это человек, который вроде бы имеет цель, но не может выйти из зоны собственного комфорта. А является ли Томас Эдисон вообще человеком? Да, является. Это дух запрограммированной системой. Колесо фортуны практически в любой колоде указывает на систему. Почему? Потому что колесо фортуны — это матрица, это колесо самсары, в котором мы с вами находимся. Это матричный круг. Колесо может повернуться на 180 градусов в вашу сторону, а на 180 градусов не в вашу сторону. И поэтому всегда в жизни есть черное и белое. То есть колесо фортуны — это всегда матрица. Звезда — это дух. Дух, который пришел на эту землю и, соответственно, воплотился в образе человека под именем Томас Эдисон. Да, действительно, Томас Эдисон является человеком, не является рептилоидом, не является представителем какой-то внеземной цивилизации, но, тем не менее, он является ставленником системы, запрограммированной системой человек. Поэтому здесь из-за того, что он запрограммирован, он не понимает, куда ему двигаться дальше. У него нет своего маршрута, личного маршрута. Он построен только на то, что задала ему система. Он как компьютер. То есть у него в голове компьютер. Все изобретения, которые по официальным источникам были изобретениями Томаса Эдисона, это действительно его идеи. Это действительно идеи Томаса Эдисона.
Это обман, фикция, что-то не договаривают, это неправда. То есть есть идея, которую украли. Должен был стать знаменитым другой человек, а у него эту идею украли. Здесь кот ворует у старика, который ловит рыбку, соответственно. И поэтому старик уже ничего сегодня не поймает, его закат близится. Закат человека, который действительно приложил огромный труд для того, чтобы выловить эту рыбку, а кошка просто или кот просто взял и все унес. Семерка мечей — это обман. Томас Эдисон и его идеи, его изобретение — это не его изобретение, друзья. Теперь, когда мы раскрыли личность кумира и главного конкурента Теслы, было бы логично узнать побольше о том человеке, благодаря кому мы делаем сейчас это видео. Действительно ли Тесла был так гениален? Откуда он вообще черпал вдохновение для своих идей и изобретений? Давайте узнаем. Мы уже узнали, что у него действительно был дар. Действительно ли Никола Тесла был так гениален? Семерка кубков. Семерка кубков — множество идей, и человек не может остановиться на какой-то определенной идее. У него в минуту, просто в секунду могло сразу несколько идей появиться в его голове. Это значит, что человек уникум. Но человек не может остановиться на какой-то конкретной идее. Его манит 5-е, 10-е, 20-е, и он не может из-за этого остановиться на какой-то определенной идее. Ему нужно себя стопить, ему нужно себя тормозить. То, что он гениален, вне всяких сомнений абсолютно. И семерка кубков — это самое главное, идет от сердца, это идет от души. Это идет от любви к людям, к человечеству, к самому себе в первую очередь. Откуда Никола Тесла черпал вдохновение для своих изобретений? Подсказки рода. Вот я говорила уже. Рука высшего. Рука высшего дает. Туз пентаклей — это подсказки рода. Девятка жезлов еще может говорить о том, что человек находится в состоянии стагнации, то есть он спит. В сновидениях, во сне ему приходили, он очень хорошо работал с осознанными снами. Вот девятка жезлов — это когда человек находится в статичном состоянии. Когда человек никого не подпускает к себе, это значит, что он либо находится в трансе, он очень долго и упорно медитировал и находится в трансе, либо он работает хорошо с осознанными сновидениями. И как раз-таки через осознанные сновидения, через транс к нему приходят предки, которые подсказывают ему что-то. Туз пентаклей — это подсказка высших сил, богов или предков. Кто же такой Никола Тесла? Его характеристика личности. Коли уж мы посмотрели Томаса Эдисона, давайте посмотрим Николу Теслу. И что это за человек? Основная суть этого человека. Каким человеком Никола Тесла был на самом деле? Хорошая карта. Рыцарь кубков, выходит действительно карта человека. Это действительно человек. Рыцарь кубков — талантливый, безусловно, человек, который относится к людям с любовью. Водного знака зодиака. 10 июля он был рожден, если я не ошибаюсь, рак. Рыцарь кубков — это человек со свободным духом. Вот свободный дух пришел сюда, и он хочет творить. Он хочет творить, любить, он хочет показать человечеству, как нужно правильно. Он хочет показать всем свой талант не для того, чтобы быть вот этим бессмертным талантливым гением, о котором говорят до конца своих дней, то есть который остается у всех на слуху на века. Нет, он хотел, чтобы человечество постоянно развивалось. Вот здесь вот хочу уловить мысль, которую мне хочет сказать этот рыцарь кубков. Это карта. Рыцарь — это карта действий. Это не карта пажа, это не карта того, что человек стоит на месте, просто думает и мыслит. Это карта человека, который хочет действовать, который хочет показать всем, как он может и как он умеет, и то, что вы тоже так же умеете, как я. Очень хорошая карта, карта человека свободного духом, свободолюбивого человека, неограниченного абсолютно. Хорошая карта. И когда на характеристику личности выходит карта двора, это значит, человек остается настоящим человеком, что бы ни случилось в его жизни. Род Николы Теслы, его корни. Были ли в роду Николы Теслы люди, подобные Николе? Ух, башня. Невероятная энергия, невероятная харизма. Люди, которые пострадали из-за своих же собственных идей. Вот интересно, башни из-за своей же собственной головы, а башня всегда рушится с головы, с основания, из-за своей же собственной головы, из-за своих же собственных идей и мыслей они пострадали. Точно так же, как Тесла. 16-й старший аркан башни — это карма, это чистка родовой цепи. То есть нужно было чистить род. В роду было какое-то проклятие еще наложено. Вот я тебя проклинаю, говорит человек другому человеку, и, соответственно, весь род проклят. Проклятый род, который, да, действительно, они были гениями, но почему-то ни один человек в этом роду не могут достичь какой-то определенной точки, которой хотели бы достичь. То есть они приходят с какой-то определенной миссией сюда, на эту землю, но не достигают этой миссии в полной мере, как они должны были достичь по задумке высших сил. Карта башни. Были ли гении в роду? Конечно, были. Это 100% по этой карте. Молния, здесь еще молния. И тоже пытались заниматься электричеством или занимались электричеством. Вот разряд молнии здесь говорит об этом. Но, кстати говоря, здесь на карте башня не рушится, она не рухнула. То есть род очень крепкий. И это говорит еще о том, что вполне возможно дух Николы Тесла снова придет к нам сюда, попытаться вновь что-то сделать, может быть, не с электричеством, а уже как-то по-другому войти сюда в нашу жизнь и помочь человечеству. Многие, глядя на фото Теслы, особенно на фотографии его в преклонном возрасте, говорят о том, что форма его головы отличается от формы головы обычных людей.
что черты его лица напоминают инопланетные, черты внеземной цивилизации, и что на столь гениальные идеи не способен обычный человек. Но мы только что увидели с вами по характеристике личности, что он все-таки является человеком, но на этот вопрос давайте ответим. Был ли Никола Тесла представителем внеземной цивилизации? Королева Пентаклей выходит. Королева Пентаклей – женщина, женщина по роду, от женщины унаследовал. Вот почему-то женщина выходит. Но женщина – это человек. То есть это не представитель какой-то внеземной цивилизации. Королева Пентаклей еще может говорить о том, что в прошлой жизни Тесла был женщиной. Такое тоже вполне может быть. Или королева Пентаклей очень сильно привязан к матери. Или очень серьезно относился к женщинам. Или что у человека были какие-то особые отношения с женщинами в этой жизни. Почему-то карта двора выходит, карта королевы Пентаклей. И еще королева Пентаклей, еще раз повторюсь, говорит о том, что этот человек точно был человеком, не представителем внеземной цивилизации. Это не инопланетянин. Является ли Тесла экспериментом внеземной цивилизации, через которого хотели передать инновационные разработки для человечества и нашего развития? Является ли Никола Тесла экспериментом внеземной цивилизации, через которого хотели передать инновационные разработки для человечества и нашего развития? Нет. Карта звезда, как я уже говорила, она сегодня у нас уже выпадала на Томаса Эдисона. Карта звезда – это дух. Дух, который приходит на эту землю в определенном образе определенного человека. Соответственно, это дух Николы Тесла. Карта звезда говорит нам о том, что это человек, который идет сам по себе. Это святой дух, высший дух, чистый дух, который не ограничен, как я уже говорила, в мышлении, перевоплотившись в образ человека. И поэтому он не является экспериментом внеземной цивилизации. Он сам по себе. Это звездочка ясная. Он давно должен был прийти на эту землю. И он еще, как я уже говорила вам ранее, придет обязательно. Знал ли Никола Тесла, как реально устроен этот мир? Кто управляет миром и контролирует нашу планету? Знал ли Никола Тесла, как реально устроен наш мир? Давайте одну карту. И знал ли он, кто управляет нашим миром и контролирует нашу планету? Давайте две карты. Знал ли, как устроен наш мир? Да. Карта императрицы знал. Знал больше, чем обычные люди. По крайней мере, знал все о нашей живой материи. О том, откуда мы приходим, как мы рождаемся, как мы зарождаемся. Он очень много всего знал. Он знал больше, чем обычные люди. И знал ли Никола Тесла, кто управляет нашим миром и контролирует нашу планету? Вы знаете, карта высшего суда, он практически добрался до этой главной тайны. Карта высшего суда, 20-й старший аркан, страшный суд или высший суд. Он практически добрался до этой тайны, он очень хотел разгадать эту загадку, этот секрет. Это была для него главная тайна в его жизни. Кто управляет нашим миром, кто контролирует нашу планету. Он очень этого хотел. Но тем не менее, по семерке жезлов, ему всю свою жизнь, когда он начал этим заниматься, начал искать ответы на свои вопросы, пришлось отбиваться от стаи волков, стаи собак. Здесь женщина отбивается. Карта высшего суда еще говорит про какой-то знаменательный день, знаменательное событие в его жизни, когда он практически понял, но ему пришлось отбиваться от волков, от стаи собак, от системы, который не давал ему в полной мере понять, кто на самом деле контролирует нашу планету. Но как устроен наш мир, он это понял. И вот он хотел добраться до самой главной тайны. Но ему отказали в этом, то есть его задержали на каком-то определенном отрезке времени. И был какой-то знаменательный день для него, когда он точно понял, что вот оно, но ему кто-то помешал. Наш мир погружен в огромный океан энергии. Мы летим в бесконечном пространстве непостижимой скоростью. Все вокруг вращается и движется. Все есть энергия. Перед нами грандиозная задача – найти способы добычи этой энергии. Никола Тесла. Идеей фикс Николы Теслы была свободная энергия, которую можно получать безлимитно, пользоваться беспрепятственно. Иными словами, бесплатное электричество. Для создания глобальной системы беспроводной передачи электрической энергии Никола Тесла начал планировать строительство башни еще в 1898 году. В 1901 году началось строительство башни Уорденклифф, которая стала первой беспроводной телекоммуникационной башней. Предполагалось, что башня войдет в резонанс с Землей, подавая ток определенной частоты. Тесла хотел заставить планету буквально вибрировать, создавая стоячие волны для передачи энергии и сигналов. В 1908 году на Землю якобы упал Тунгусский метеорит, вызвав взрыв в бассейне реки Подкаменская Тунгуска. Есть теория, что взрыв был вызван экспериментом Николы Теслы, проводившей в тот момент опыты с технологией беспроводной передачи электроэнергии на большие расстояния. Давайте узнаем, связан ли каким-либо образом Никола Тесла с Тунгусским взрывом. Связан ли каким-либо образом Никола Тесла с Тунгусским взрывом? Да.
Да, абсолютно точно. И Паш Кубков, очень интересно, что Паш Кубков – это человек, маленький мальчик, который проводит какой-то эксперимент. Вот он только первый раз пустил лодочку самодельную по речке и смотрит, как она доплывет, не доплывет. То есть это эксперимент, действительно. Вот Паш Кубков – это эксперимент. Ну, из любви к людям. Ни в коем случае он не хотел никак навредить, друзья мои. Потому что кубки – это Паш Кубков. Идейный мыслитель, вдохновитель, человек, который из любви что-то делает. Ему нравится кораблик, он его построил, он его пускает по волне. И туз пентаклей – это однозначное «да». Он что-то хотел дать людям, подарить людям, отдать людям, человечеству, посеять какое-то зерно, чтобы потом взошли плоды. Но у него что-то не получилось, не срослось, и, соответственно, эксперимент был несколько провальным. Но, тем не менее, да, действительно, Никола Тесла связан с Тунгусским взрывом. Однозначно. Все тузы в колоде практически в любой говорят однозначно да. И еще, карта Пажа Кубков, когда мы вытягиваем карты двора, и когда мы спрашиваем, виновен ли кто-то в этом, и когда выпадает карта двора, это всегда указывает на определенного человека. То есть человек здесь в любом случае не природа, а именно человек связан с этим Тунгусским взрывом. Еще один распространенный миф гласит о том, что Никола Тесла общался с марсианами, с башней Уорденклифф, как раз таки с этой самой башни. Так как Тесла был уверен в существовании мирового разума, он якобы утверждал, что однажды получил странные сигналы через башню. Тесла счел это общением, сигналом с марсианами. Давайте узнаем. Является ли общение Теслы с марсианами мифом? Действительно ли Тесла говорил о том, что он общался с марсианами, но это не являлось правдой? Это действительно было общение с марсианами? Или это было что-то другое? Ну, соответственно, что, да, узнаем. Итак, это всего лишь миф. Семерка мечей, обман, неправда. Ну, здесь можно по-разному интерпретировать. Это может быть мифом, может быть неправдой. Мы сейчас раскроем другие карты и посмотрим. А может быть, его просто оболгали. Вот семерка мечей могли оболгать человека для того, чтобы выставить его таким дурачком, фриком, скажем так. Давайте посмотрим следующие карты. Так говорил Тесла, но это не являлось правдой. Тесла вообще об этом не говорил. Восьмерка мечей – запутанная история, которую необходимо распутать. Это запутанный клубок. Вполне возможно, его могли оболгать. Специально, так сказать. Или восьмерка мечей еще может говорить о спутанном сознании. То есть человек пребывал не в сознании или в спутанном состоянии сознания. И поэтому он так говорил. Это действительно было общение с марсианами. Император – положительная карта. Внеземная цивилизация действительно есть, существует, и Тесла действительно мог общаться с внеземной цивилизацией. Вот об этом мне карта говорит абсолютно точно. То есть он знал законы мироздания и мог общаться с внеземными цивилизациями. Или это было что-то другое? Карта дьявол, привязка. Вот очень интересно, что говорю про спутанное сознание, говорю о том, что человека оболгали. Но здесь не совсем про ложь и не про то, что человека оболгали. Здесь человеку спутали все мысли. Тесла действительно мог общаться с внеземной цивилизацией просто потому, что был на это запрограммирован. До запрограммирования Тесла мы еще дойдем, когда будем говорить про оккультные сообщества. Здесь про привязку. Карта дьявола – это преступление или привязка к чему-либо. 15-й старший аркан привязывает к чему-то, связывает. Связывать человека по рукам и ногам, опутывать человека, окутывать человека. И человек вполне возможно мог действительно точно понимать то, что он общается с марсианами. Но это правда, кстати, он действительно мог общаться с неземными цивилизациями, потому что он был запрограммирован. Сейчас у нас программа есть МК Ультра, раньше такой программы не было, раньше были какие-то другие программирования сознания. И вот здесь программирование сознания человека, который после того, как был запрограммирован, настраивает свою волну на общение с другими внеземными цивилизациями. И именно в данный момент времени, вот именно с башни, не могу сказать, что он именно с башни общался с марсианами, но в целом он мог общаться с внеземными цивилизациями. Понимаете, да, о чем я говорю? У него было открытое сознание для общения с внеземными цивилизациями. Но именно про башню я такого сказать не могу. Здесь он просто поймал какой-то сигнал, может быть, и посчитал, что это действительно общение с марсианами. Но я не вижу, что Тесла об этом говорил и распространялся. То есть это сделали специально, распространили специально, понимали, что человек находится не в своем сознании. Здесь имеет место быть расщепление сознания человека с помощью какой-то определенной программы. Почему же спонсирование строительства башни Уорденклифф было резко прекращено инвестором Теслы Джей Пи Морганом? Давайте узнаем. Джей Пи Морган – это тот финансист, инвестор, который как раз-таки инвестировал в строительство башни Уорденклифф. Почему строительство башни Уорденклифф было резко прекращено инвестором Теслы Джей Пи Морганом? Почему? По какой причине? Девятка жезлов. Вот не хочу больше и все туда вовлекаться. Я на страже своих собственных идей, я на страже своих собственных денег. Я вообще не понимаю, к чему это может привести. Девятка жезлов – это защита своих прав, защита своих денег, защита своего имущества, просто защита себя самого. Здесь еще может быть такое, что по девятке жезлов Джей Пи Моргану угрожали. Больше ни копейки ему не давай, чтобы строительство башни не было завершено. Вот здесь такое вполне может быть. Я правильно понимаю, что Джей Пи Моргану могли угрожать? Да.
Действительно, Джей Пи Моргану могли угрожать, карта Маг, могли провоцировать его на какие-то действия или бездействия. Ты не будешь больше давать ему ни копейки, чтобы строительство этой башни не было завершено, потому что это прямая угроза для системы. Поэтому, соответственно, было спонсирование прекращено, и башня не была достроена. Башня стояла без дела до 1917 года. 28 октября 1943 года был проведен мифический филадельфийский эксперимент. Почему мифический? Потому что никто не знает, было ли это и возможно ли это на самом деле. Проведенный военно-морскими силами США. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы создать мощное электромагнитное поле вокруг корабля, чтобы сделать его невидимым для радаров вражеской техники. Когда система была приведена в действие, воздух вокруг корабля потемнел, и он исчез. В то же время люди видели, как корабль внезапно телепортировался в Вирджинии и снова оказался в Филадельфии. Поговаривают также о том, что в этом эксперименте использовали разработки Тесла. Давайте узнаем, действительно ли был проведен филадельфийский эксперимент с телепортацией корабля. Действительно ли был проведен филадельфийский эксперимент с телепортацией корабля? Идея такая была, но давайте посмотрим, действительно ли был проведен. Да, действительно, и корабль действительно пропадал, исчезал, телепортировался и появлялся снова в Филадельфии. Это правда. Королева мечей участвовали люди, император участвовали власть имущие люди, люди системы, опять-таки, и королева мечей — это идея, которая воплотилась в жизнь. Это не только идея, но это еще и действие какое-то определенное. А использовали ли в этом эксперименте разработки Теслы? Уже не было его в живых. Вот десятка мечей мне показывает, что человека уже нет в живых. Десятка мечей еще может говорить о том, что человека нет в живых, но десятка — это переход к чему-то новому. У человека что-то забрали. Вполне возможно, какие-то его идеи забрали после его смерти. Да, предательство. Вот какую-то идею забрали, друзья мои. Да, причем использовались не так, как это было нужно. Вот не так, как это было необходимо. Не так, как идея была для этого настроена. Шестерка жезлов. Шестерка жезлов — победа, чья-то победа. Тройка мечей — предательство человека после его смерти. Предательство человека может быть тем, что забрали просто его какие-то бумаги, документы определенные. Вот была какая-то идея у человека, ее забрали и, соответственно, использовали по своему назначению. На сегодняшний день на планете существует некое геофизическое оружие, с помощью которого возможно изменять природные условия, влиять на гидросферу и литосферу Земли, то бишь влиять на погодные условия. Есть версия о том, что Никола Тесла создал технологию, при которой возможно создавать искусственное землетрясение, так называемый осциллятор. Так ли это? Действительно ли Никола Тесла создал технологию, при которой возможно создавать искусственные землетрясения, так называемый осциллятор? Сам Никола Тесла вышел. Характеристика его личности — рыцарь кубков, человек талантливый, человек, который точно мог это сделать. Но действительно ли он создал осциллятор искусственного землетрясения? Он его не доделал. Двойка мечей. Да, он действительно это создал, но он его не доделал. Двойка мечей еще говорит о том, что я не хочу выпускать его в действие, потому что он пока не доделан. Очень много ошибок можно воспроизвести на свет, если сейчас его использовать. Здесь вот об этом речь, друзья мои. А используют ли этот осциллятор искусственного землетрясения, может быть, его как-то доработали, в целях вызвать землетрясение? Используют ли его? Девятка пентаклей. Девятка пентаклей — карта стагнации, карта того, что у меня все есть, у меня и так все хорошо, я и так замечательно живу. Девятка пентаклей — это положительная карта, но девятка пентаклей еще говорит не часто. Использовали, но сейчас нет. Вот девятка пентаклей использовали, но сейчас нет. Плоды уже собраны. Все, что мы хотели, мы сделали. Но да, этот осциллятор действительно использовали. А давайте узнаем, использовали ли этот осциллятор для вызова землетрясений в Турции. Было крупное землетрясение в Турции в 2023 году, об этом все говорили. И у меня даже есть расклад на канале, друзья мои. И Фукусима, Япония. Да, друзья мои, да. Девятка жезлов — это защищаться от чего-то, от каких-то бедствий, от несчастных случаев, от людей, от погодных условий. Девятка жезлов — это защита. Защита от нападения. Карта дурак — обновление. Обновление ситуации, обновление Земли, обнуление человечества, заново рождение или умерщвление людей. То есть девятка пентаклей когда-то использовалась, и мы сделали все, что нам было необходимо. Может, жертвы какие-то нужны были, может, какое-то жертвоприношение нужно было. Но его действительно использовали. Девятка жезлов еще говорит о том, что использовали не по назначению, потому что он должен был служить защитой, а не нападением на людей. Вот о чем речь. А для чего на самом деле был создан этот осциллятор? То есть какую идею Никола Тесла на самом деле заложил в этот осциллятор искусственного землетрясения? Пажезлов. Пажезлов — маленький творческий мальчик, который любит рисовать, который любит разукрашивать, яркие краски, энергия, опять та же самая, подача энергии какой-то. Для чего на самом деле был создан осциллятор искусственного землетрясения? Какая-то цель была. Цель, причем этот осциллятор искусственного землетрясения, скорее всего, он по-другому назывался, даже шестерка кубков, дали какую-то задачу Николе Тесле предки, и он эту задачу выполнял.
Вот шестерка кубков – это наши предки, это тот, кого уже нет на этой земле. Передали предки какие-то знания, и он этот осциллятор искусственного землетрясения сделал, создал, но не доделал. А для чего он нужен был-то на самом деле? Чтобы давать какие-то плоды людям. Полезные плоды, еду. Вот знаете, здесь по семерке пентаклей еще геофизическое оружие же это все-таки. И по семерке пентаклей, чтобы у людей всегда были плоды, чтобы у людей всегда все было хорошо в хозяйстве. Когда у нас меняются погодные условия, у нас сразу что первым делом страдает? У нас страдает хозяйство. Тех людей, которые особенно фермеры, кто-то что-то растит, там плоды какие-то огороды, сады и так далее. У нас сразу страдает хозяйство. И семерка пентаклей это чтобы в хозяйстве всегда все было хорошо. То есть все наоборот абсолютно. Они делают землетрясение, он, наоборот, хотел погодные условия улучшить. А здесь, наоборот, используется не во благо, а во вред человечеству. Современные люди, не вдаваясь в подробности жизни ученого Николы Теслы и не зная, кто это такой, в первую очередь, услышав слово «Тесла», представляют себе американскую модель электромобиля от компании Tesla, основанной в 2003 году в Техасе. Однако компания получила название не случайно. В 1931 году Никола Тесла продемонстрировал прототип электромобиля. Ученый заменил двигатель внутреннего сгорания на электродвигатель собственной конструкции, а за обеспечение автомобиля электроэнергией использовал миниатюрный блок управления. Давайте узнаем, действительно ли электромобиль на космических лучах – это творение Николы Теслы? Действительно ли электромобиль на космических лучах – это творение Николы Теслы? Друзья, если вам интересна эта тема, прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии под этим видео. Это помогает YouTube продвигать ролик, чтобы его увидело как можно больше людей. Для вас это всего один клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо вам. Итак, действительно ли электромобиль на космических лучах – это творение Николы Теслы? Абсолютно точно да, карта колесницы. И карта колесницы здесь показывает на автомобиль как раз-таки, да, на повозку, на движение. Соответственно, колесница – это его идея, которую у него просто-напросто забрали, отняли. Да, говорят о том, что это действительно изобрел он, но почему-то то ли как-то он не доделал эту идею, друзья мои, опять. У него забрали эту идею, когда она еще была недоделана. Вот как будто бы я еще могу что-то сделать, но я боюсь. Вот здесь какой-то страх есть. Девятка мечей, какой-то страх, его запугали, у него что-то отобрали, отняли, семерка жезлов, вот он защищается опять от этих собак, от этих волков. И пятерка мечей, я вроде бы и выиграл, но в то же время я проиграл. Я вроде бы что-то изобрел колоссальное, гениальное, замечательное, но в то же время я проиграл в этом. Почему? Потому что вполне возможно, что люди это не увидят. Или вполне возможно, что для людей это будет использовать как-то совершенно по-другому, нежели я хотел это использовать. Понимаете, да? То есть, опять-таки, здесь идея исковеркана. Забрали, исковеркали и преподнесли людям не так, как хотел бы преподнести Никола Тесла. Но то, что это сделал он, это абсолютно точно. Никола Тесла утверждал, что изобрел лучи смерти под названием телефорс. По задумке Теслы, прибор должен был создавать энергетический щит, который бы препятствовал любой огневой атаке извне. Давайте узнаем, действительно ли Тесла создал, изобрел луч смерти. Действительно ли он создал луч смерти? Шестерка жезлов, да, абсолютно точно. Это положительная карта, это карта победителя, это карта создателя, карта инициатора, человека, которого все принимают радушно, все его хвалят, все ему хлопают за то, что он такой молодец. Используются ли сейчас лучи смерти для создания больших пожаров в мире? Большой пример – это пожар в Лос-Анджелесе в 2025 году. Кстати, в шорт-видео я говорила о том, что используется какая-то сила для этих пожаров извне. Вот вполне возможно, что это те же самые лучи смерти, которые опять-таки используют не для защиты человечества, а для нападения на человечество. Используются ли сейчас лучи смерти, созданные Николой Теслой для создания больших пожаров в мире? Пример – большой пожар в Лос-Анджелесе в 2025 году. Да, используются. Карта звезда, кстати, говорит о лучах, о звезде, о том, что как-то это запускают с неба. Карта звезда плюс дурак говорят еще о том, что что-то обновили, что-то переделали снова. Вот взяли и переделали под свой лад. Это было энергетическим щитом от огневой атаки извне, а сделали все наоборот. То есть взяли, украли эту идею, доработали, усовершенствовали и сделали так, чтобы звезда и дурак – это для гибели человечества. То есть это гибель. Вот этот человек не живой. Если выпадают вот эти две карты, это не живой человек. Карта звезда и карта дурак. Человек погиб. Человек умер. Для обнуления человечества, для того, чтобы люди погибали, или для того, чтобы что-то погибало. Считалось, что у Николы Теслы было ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство. Психическое расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих, навязчивых, мешающих или пугающих мыслях, так называемых обсессиях. И в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью тех же самых навязчивых, утомительных действий, компульсий.
Например, Тесле приписывают особое внимание к числам 369. Он 3 раза обходил здание, прежде чем зайти в него. Останавливался только в тех гостиничных номерах, номера которого делились на 3. А 369 считал особым числом. Он верил, что эти числа – основные строительные блоки или коды Вселенной. Давайте узнаем, действительно ли у Николы Теслы было обсессивно-компульсивное расстройство. Да, действительно, друзья мои. Просто карта императора меня смутила, потому что карта император это идет извне. То есть ему либо подсадили эту болезнь, кто-то, властимущие какие-то люди, я имею в виду, а он от этого защищался, от этой информации, либо это случилось, когда ему подсадили эту болезнь. Потому что паш мечей – это информационное поле. Это подсадить в информационное поле человека какую-то болезнь. Здесь об этом речь. И 8 жезлов – это определенная цель вот этих вот властимущих людей. То есть такое ощущение, что у него этой болезни не было, но в него эту болезнь подсадили. Поэтому да, могу сказать, что ОКР у него было. А были ли у него какие-то другие психопатические расстройства? Десятка кубков. Интересная карта. Здесь говорится о том, что до поры до времени, до отрочества, до своей юности у него все было хорошо. Вот когда он был в семье. Десятка кубков. Десятка – это еще и переход к чему-то новому. Десятка кубков – это семья, когда ты переходишь к чему-то новому, к картам двора, а ты, соответственно, свободная личность, которая отделена от своей семьи. Ты идешь своей дорогой, своей взрослой дорогой. Ты ищешь свой путь. И вот по десятке кубков у него до того, как он начал искать свой путь, до того, как он стал юношей, у него все было хорошо и не было никаких психопатических расстройств. В нем, в принципе, это не заложено с детства. И поэтому здесь говорится о том, что никаких других психопатических расстройств у него не было. Если только в него эти психопатические расстройства заложили специально и намеренно. Карта императора – власть имущие люди. Люди, которые за ним следили, за ним бдили просто. И в его информационное поле паш мечей подсадили какую-то заразу. ОКР здесь точно есть. А почему Никола Тесла такое особое внимание уделял числам 369? Почему Никола Тесла уделял особое внимание числам 369? Эти числа – это часть мироздания. Если познаешь эти числа, познаешь все. Познаешь высший разум. Если ты поймешь, из чего состоят эти числа, если ты поймешь, к чему они ведут, ты поймешь часть этого мироздания, ты поймешь все. Вот, кстати, карта старшего аркана «Высший суд», она у нас уже выходила, когда я задавала вопрос, знал ли Никола Тесла о том, кто контролирует нашу планету, какой разум контролирует нашу планету. Он практически до этого добрался. И он добрался до этого, изучая цифры 369. Благодаря именно этим цифрам он практически познал, кто контролирует нашу планету. И если вы познаете эти цифры, он говорит, вы познаете абсолютно все. Это правда. Личная жизнь Николы Теслы стала предметом вечных слухов и обсуждений. Кто-то говорил, что никогда не видел его с женщинами, а кто-то утверждал, что Тесла целиком и полностью посвятил себя науке и остался девственником. Давайте узнаем. Действительно ли у Николы Теслы никогда не было отношений любовного и сексуального характера? Это правда? Карта «Семерка кубков» говорит, несколько заблуждаются люди. Вот король кубков – это человек, которому очень нужна была любовь. Который, да, прекрасно и замечательно себя чувствовал в одиночестве, который прекрасно и замечательно себя чувствовал, здесь поход в баню, нарисован у нас на карте, но тем не менее Никола Тесла прекрасно себя чувствовал, когда он был в одиночестве, где-то читал хорошую книгу умную, ходил куда-то в лес, в парк погулять, то есть он прекрасно себя чувствовал, когда он был один. Его, в принципе, это устраивало, но король кубков, ему нужна любовь. Ему нужно восхищение, ему нужно, чтобы им восхищались. И семерка кубков несколько людей заблуждаются, или несколько заблуждается история. Действительно ли Никола Тесла был девственником? Не той дорогой пошел. Вот здесь вот мужчина у меня нарисован, не той дорогой пошел. Здесь не хочу говорить о том, что он был гомосексуален, а здесь скорее, давайте мы дойдем до оккультных сообществ, и я вам объясню. Здесь скорее вполне возможно, что его использовать могли. Оккультные сообщества, они всегда используют человека как сексуальный объект, будь то мужчина или женщина. То есть они насилуют и мужчин, и женщин. Если он был вхож в оккультные сообщества, если ему что-то вбили в его голову, в его разум, если произошло расщепление разума, если произошло какое-то программирование, то вполне возможно было изнасилование здесь. И поэтому здесь семерка кубков говорит, вы заблуждаетесь, именно девственником он не был, но тем не менее ему была нужна настоящая любовь. Он не был гомосексуален, он не был бисексуален, он даже сам не понимал, чего он хочет на самом деле. Ему просто нужна была любовь и ласка душевная, не столько сексуальная. А вот здесь говорится по двойке жезлов, что он не той дорогой пошел, что у нас на дне колоды. Четверка жезлов – это что-то закрытое. Это семья, сообщество, каста, коалиция. Вот я говорю, такое ощущение, как будто состоял в какой-то секте или в каком-то сообществе. Не по своей воле, но по принуждению. Там было очень много мужчин. И вот здесь не той дорогой пошел, вполне могло быть изнасилование со стороны какого-то сообщества, какого-то культа. Но мы до этого еще дойдем, друзья мои. Здесь не говорится о девственности, и здесь не говорится о том, что он был женщиной когда-либо. Но говорится почему-то про мужчин.
Сам Тесла утверждал, что завел роман с голубем. В течение определенного времени к нему прилетала белая голубка, и Тесла мог подолгу общаться с ней, целовать ее. Он говорил о том, что любил ее, как мужчина любит женщину. И когда она умерла, впал в депрессию. Действительно ли эта история правдива? Действительно ли история о любви Николы Теслы к голубю правдива? Да, действительно, эта история правдива, и она не просто правдива. Десятка пентаклей – это кто-то приходил, чья-то душа из его рода, которую он когда-то очень хорошо знал, но, естественно, в этой жизни не помнил, карта справедливости. Приходила к нему в виде голубки. Это правда. А так как он мог общаться с неземными цивилизациями, он мог общаться с душами, с духами, вполне возможно, что он был хорошим медиумом, даже просто это не использовал. Десятка пентаклей говорит о том, что чья-то душа приходила к нему. Чья-то родная душа, вполне возможно, что в прошлой жизни он был с этой душой мужем и женой, допустим. Такое тоже может быть. И вполне возможно, что да, действительно, он любил ее как женщину, потому что да, не помнил совершенно, но помнил, что он родственен с этой душой голубки. Вот как интересно. Действительно, он любил ее как женщину, действительно, эта история имеет место быть, но это приходила не просто голубка, а какая-то непростая душа, которую он уже знал в прошлой жизни. А так как Тесла был непростым человеком, у него были открыты верхние чакры, и он очень хорошо взаимодействовал с высшими мирами. Тесла любил красивую жизнь. Об этом говорили многие, кто знал его при жизни. Под красивой жизнью я имею в виду интересные и дорогие мероприятия, светские рауты с знатной публикой, владеющей огромным состоянием. В 1890-е годы, когда Тесла был на пике славы, его часто туда приглашали. И там ученый устраивал шоу, где, например, пропускал через себя 1 000 000 вольт. Зачастую, конечно, он шел туда, чтобы обратить на себя внимание влиятельных людей, которые готовы были бы инвестировать в его идеи. Отмечу, что на подобных светских кругах, подобных мероприятиях есть свои темные стороны, как я уже говорила выше. Знаменитости, владеющие огромным состоянием, практически все, если не все, проходят через обряд так называемого посвящения в тайные оккультные сообщества. Тех знаменитостей, актеров, музыкантов, которые отказываются от подобных мероприятий, убирают, выдав за несчастный случай или самоубийство их смерть. Кому-то не дают двигаться дальше, и кто-то остается неудел. Кто-то просто якобы сходит с ума, а кто-то на самом деле сходит с ума. С момента посвящения человек становится зависимым от темного культа и уже не может выбраться из этой кабалы, оставшийся завербованным до конца жизни, или пока он нужен своему темному сообществу, в которое его включили. Соответственно, там в обряде посвящения происходят изнасилования массовые, мужчин и женщин в том числе. Я вам говорила об этом, и поэтому, когда мы с вами задавали вопрос про девственность Теслы, я несколько поколебалась над ответом, потому что я не совсем поняла, действительно ли он был девственником, но там почему-то присутствовали мужчины в его жизни, мужчины в сексуальном плане, я имею в виду. Но он не был гомосексуален, вот в чем дело. Вхож ли был Тесла в оккультное сообщество? Вот сейчас мы узнаем. Вхож ли был Никола Тесла в оккультное сообщество? Да, карта Луна. Карта Луна – это гипноз, это оккультные сообщества. Это под гипнозом человек находится. Человек не понимает, что он делает, потому что он находится под гипнозом. Это предательство человека, предательство его души. Тройка мечей. Хотела раскрыть эту карту. Предательство души человека, который не хочет этим заниматься, но он находится под гипнозом и под влиянием темного культа, когда он занимается какими-то нехорошими вещами, не богоугодными вещами. Поэтому я и сказала, что Никола Тесла не был гомосексуален, но, скорее всего, было вполне возможно изнасилование при посвящении его в некие оккультные сообщества. После чего как раз-таки произошло программирование данного человека, о котором мы говорили с вами ранее. Делали ли с Николой Теслой что-то в этих оккультных сообществах, что могло повлиять на него психически, он уже не был прежним? Конечно, абсолютно точно да. Карта императора. Император у нас уже выпадал, когда мы говорили об обсессивно-компульсивном расстройстве и психопатических расстройствах Николы Теслы. Это повлияло на него психически, истощило его морально, забрало его силу духа себе, забрать его идеи, забрать его возможности, подчинить его себе, в конце концов. Карта императора. Как на Николу Теслу повлияло то, что с ним сделали в оккультных сообществах? Это он сам, король кубков. Он уже не был собой, он не мог себя защитить. Нет защиты, нет устойчивого положения. Есть мечты и планы, которые не воплощаются в жизнь. Нет устойчивого положения. Я все больше предаюсь каким-то утехам, чему-то непонятному. Я не знаю, пил он или не пил, в истории этого не указано, но здесь вот больше пью, больше гуляю, больше думаю не о том, о чем хотелось бы думать. У меня есть мои мечты, которые я не могу воплотить в жизнь. Как будто половина моей жизни скомкана и выброшена в мусорное ведро. Вот он так говорит. А девятка жезлов, я не могу защитить себя, я не могу защитить свои интересы. Повлияло ли на него это психически? Конечно, повлияло. И здесь, естественно, имело место быть расщепление сознания, как у всех влиятельных людей, над которыми давлеет какое-то оккультное сообщество, друзья мои. Почему
Почему, будучи гением, ученым, который произвел фурор в XIX веке, Никола Тесла умер в нищете? Почему так произошло? Вообще Никола Тесла хотел быть богатым человеком, ему нужны были вот этот материальный достаток. Никола Тесла вообще хотел быть богатым человеком, ему нужен был вот этот материальный достаток. Нет, шестерка мечей. Он не к этому шел вообще. Материальный достаток ему не был нужен. Он не к этому шел, он шел совсем к другим берегам. Шестерка мечей. У него была идея, он хотел воплотить эту идею в жизнь. Все, он шел к своей цели. А почему, будучи гением, ученым, который произвел фурор в XIX веке, Никола Тесла все же умер в нищете? Даже если ему не нужны были материальные блага, он же не мог просто работать за кусок хлеба. Почему он умер в нищете? Жизнь. Самсара так постаралась, матрица так постаралась, что все его идеи, восьмерка жезлов, девятка кубков — это стоп, стагнация. Девятка кубков — это когда мы ничего не делаем, стоим на месте. Восьмерка жезлов — это когда мы куда-то едем, стремимся, а девятка кубков — это наоборот стоп. Стоп всем его идеям. И так как его идеи больше не видели свет, они не воплощались в жизнь, его жизнь остановилась. Он потух. Он потух как человек. И сделали это с ним другие люди, естественно, вот из этих оккультных сообществ, в котором он состоял, которые не хотели, чтобы его идеи увидели свет. Он больше не получал денег, он больше не получал каких-то предложений, и он сам этого не хотел. Потому что он видел, что все, что он предлагает, просто стоит на месте, никуда не движется. Цели, а восьмерка жезлов — это цели, они не воплощаются в действие. Девятка кубков — это, мы сидим, пьем чай, мы ничего не делаем. Девятка кубков — у меня все есть, у меня все и так есть, все, что я хочу. Мне бы идеи свои воплотить в жизнь. А все, что материальное, это мимо меня. Мне это не предлагается, мне это не нужно. Я найду, где поесть, я найду, где жить. Я найду, мне только вот идеи мои воплотить в жизнь. А они не воплощались в жизнь, они стояли на месте. И ему не давали возможность полностью раскрыться. И он очень быстро потух. Здесь вообще не про деньги. Здесь вообще не о том, что он умер в нищете. Ему это вообще не нужно было. Ему важно было совершенно другое. И он этого не достиг, как он считает. Как именно умер Никола Тесла? Давайте узнаем. Как именно умер Никола Тесла? Это была естественная смерть? Или это было убийство? Он ушел сам. И очень интересно здесь по отшельнику, что он хотел сам уйти. Заберите меня, мои предки. Заберите меня, чтобы они больше у меня ничего не отняли и не забрали. Я больше не могу по девятке жезлов защитить себя и свои интересы. Я не могу больше защищать свои идеи, я не могу воплощать их в жизнь. Я больше не могу. Жезлы — это цели, а цели стоят на месте, как я уже сказала. Заберите меня, чтобы затем заново перевоплотиться. Душа просила, душа молила, чтобы ее забрали. Он ушел сам. Отшельник — это вынужденное отшельничество. Это уход, когда мы сами этого хотим. Мы уходим для чего-то, для того, чтобы познать какую-то вселенскую мудрость, для того, чтобы прочитать какую-то хорошую книгу. Мы уединяемся. Мы этого сами хотим. Это не убийство, он ушел сам, потому что очень этого хотел. Хотя он мог прожить еще лет 5 хотя бы он мог прожить, друзья мои, лет 5, лет 9. Карта отшельника, 9-й старший аркан. 9-й старший аркан — это набраться мудрости. Я чего-то в этой жизни не понял. И я ухожу, чтобы снова это понять и прийти сюда снова, через много-много лет. Действительно ли после того, как Тесла скончался в номере отеля в Нью-Йорке, к нему заявилась спецслужба, то есть ФБР, и изъяла его вещи, среди которых были ценные документы с изобретениями, которых еще не знало человечество? Действительно ли после того, как Тесла скончался в номере отеля в Нью-Йорке, к нему заявилась спецслужба и изъяла его вещи, среди которых были ценные документы с изобретениями, которых еще не знало человечество? Действительно ли это так? Что-то было уже готовое. Да, семерка пентаклей однозначно, да, и что-то было уже готовое, готовые пирожки. И вот кошечка и девочка ждут, когда пирожки уже выйдут из печки. Румяные, золотистые, вкусные. И вот кто-то ждал уже, когда он уйдет. Уже ждали, когда он уйдет, когда уже можно будет забрать у него эти документы, потому что он эти документы с новыми разработками и изобретениями им не отдавал. Как бы он ни был запрограммирован, он что-то допонимал. Он не отдавал эти документы. И вот они дождались, наконец, что он ушел, что он умер. И они что-то у него забрали уже готовое. Это действительно правда. А что это были за изобретения, уникальные разработки? С чем они были связаны? Что забрали у Теслы после его смерти? Что это были за изобретения и уникальные разработки? Какая-то дыра. Дыра, куда можно провалиться и попасть в совершенно другой мир. Дыра, куда можно провалиться и начать все сначала. Какая-то как черная дыра, вот как дырка. Туда входишь и попадаешь в какой-то совершенно параллельный мир. Зазеркалье. Дыра, куда можно было попасть и начать жизнь с нуля, например. Дыра, где можно было увидеть прошлое или будущее. Это что-то очень необычное, что используется сейчас. Правда ли, что среди этих лиц, которые забрали ценные документы после смерти Теслы, был дядя Дональда Трампа, Джон Трамп?
Да, правда. Колесо фортуны – это человек системный, человек, который вхож в их систему или в спецслужбы, человек, который работает в спецслужбах, и человек, который к этому напрямую относится. Это правда. Действительно, дядя Дональда Трампа, Джон Трамп, там был среди них. Хорошо, тогда каким-то образом Дональд Трамп использует ли сейчас изобретение Николы Теслы? Семья Трампа, сам Дональд Трамп использует ли изобретение Николы Теслы? Пробуют. Что-то пробуют. Паш Кубков – это попробовать, экспериментировать, проводить эксперименты. Говорят о том, что Дональд Трамп путешествует во времени. Действительно ли это так? Это правда. Семерка кубков. Семерка кубков – посещать одновременно разные места, быть одновременно в разных местах. А правда ли, что вот этот аркан дурак, изобретение Николы Тесла, это и есть машина времени? Правда ли, что Никола Тесла открыл или изобрел машину времени, которой сейчас пользуется Дональд Трамп? Во благо людям. Берите, мне не жалко, говорит Никола Тесла, но это было во благо людям. Шестерка пентаклей – это положительный аркан, это то, что дают, то, для чего дают. Это созидательный аркан. Но его используют не в благих целях, а в своих личных целях. И действительно ли Дональд Трамп использует эту машину времени? Абсолютно точно. Да, ответ положительный. Давайте узнаем, для чего дух приходил на эту землю в теле Николы Теслы. Какова его миссия была? Для чего дух пришел на эту землю в теле Николы Теслы? Воплотился в теле Николы Теслы. Для чего? Для того, чтобы научить, для того, чтобы передать опыт, для того, чтобы показать, как надо правильно. Здесь благословение человека, мудрого наставника, священнослужителя для других людей. Я даю вам наставление, пользуйтесь им. Это мой опыт, который я передаю вам. Это передача моих знаний для того, чтобы передать знания. Это была инициатива духа или его отправили сюда? Его отправили. Двойка пентаклей – карта, когда тяжело, но нужно что-то сделать. Когда я не доделал в прошлой жизни, но в этой жизни нужно доделать. Удалось ли реализовать все то, что было задумано в этой жизни Николе Тесле? Очень много удалось реализовать, но карта императрицы – это начало материи. Это не рождение ребенка, это зачаточное состояние в утробе матери. Мама беременна. Можно что-то сделать еще, можно родить ребенка, можно воспитать его, можно его вырастить. А Никола Тесла считал, что он только зачал что-то и, соответственно, дальше этого не продвинулся. Это действительно так. Миссия духа не была выполнена в полной мере. Кто помешал духу Николы Теслы выполнить свою миссию до конца на этой земле? Кто помешал? Его уход. Он мог бы еще многого добиться. Я вам говорила, что его уход был только потому, что его идеи не были реализованы. Идеи его не были реализованы из-за системы, из-за оккультного сообщества, в котором он состоял, и где ему хорошенечко промыли мозги. Кто помешал реализовать? Интересно, здесь так говорится, что его уход и его чрезмерная любовь к своим собственным идеям, к своим собственным мыслям, мечтам, фантазиям. Если бы он так много не фантазировал, если бы он не долго шел к этому, если бы он сразу брал и делал, то было бы гораздо проще для него и для человечества. Всегда, когда мы приходим в эту жизнь, и всегда, когда мы что-то делаем неправильно, и когда у нас что-то не получается, и даже когда нам кажется, что нам мешают какие-то другие люди, мы всегда так или иначе, каким-то образом виновны в случившемся. И здесь как раз-таки говорится о том, что если бы он не медлил, если бы он сделал правильный выбор, если бы он пошел правильным путем, то он бы сделал все то, что требовалось от его духа. А он ушел слишком рано. Ушел от своей мечты, ушел от своей идеи, ушел из жизни в конце концов. То есть он сам себе враг был в этой жизни. Он придет еще раз, перевоплотиться еще раз для того, чтобы попробовать сделать все то, что он не сделал в этой жизни. Насколько велик вклад Николы Теслы в человечество? Давайте узнаем. Насколько велик вклад в человечество Николы Теслы? Очень велик. Карта звезда. Очень велик, но карта звезда могло быть лучше. Вот карта звезда – это мечты, надежды и фантазии. Очень много мечт, надежд, фантазий, идей не реализовано. И могло быть еще лучше, я говорила это уже в других ответах на вопросы, но случилось так, как случилось. И дух ждет, чтобы снова прийти на эту землю. Карта звезда, дух ждет, чтобы снова воплотиться в человеческом обличии, только уже в другом, конечно. И что же сейчас с душой Николы Теслы? Верховная жрица – это карта колдуньи, ведьмы, человека, который якшается, общается с темными силами, со светлыми силами или просто с мертвыми. Карта Верховной жрицы – это перепутье, это два столба, Яхин и Боаз, между которыми можно пройти и увидеть совершенно другую реальность, зазеркалье. И вот сейчас он находится в совершенно другой реальности, в зазеркалье, он ждет своего часа. И он очень скоро воплотится вновь на этой земле. И через сколько же вновь воплотится дух Николы Теслы для того, чтобы снова попытаться помочь человечеству открыть что-то новое, чего мы не знаем?
Рыцарь жезлов, он уже идет, он уже бежит, уже очень скоро. Рыцарь жезлов — это быстрая карта. Через сколько дух Николы Теслы воплотится на этой земле? Пятерка мечей. Пятерка мечей 5 лет, 5 месяцев, совсем скоро рождение ребенка. Он еще не родился, но он совсем скоро придет в эту жизнь. Это мальчик, тоже будет мальчик, и тоже попытается сделать что-то для этого мира, для того, чтобы мы смогли посмотреть на эту реальность под совершенно другим углом. Друзья, наше Таро-расследование подошло к концу, и карты раскрыли нам не столько суть личной драмы человека, но глобального выбора, который когда-то был сделан за все человечество. Никола Тесла явился с миссией откровения – освободить мир, одарив его бесплатным и безграничным электричеством, и бесплатной и безграничной энергией. Его видение было радикально. Мир без проводов и щитов, где электричество, как солнечный свет, принадлежит абсолютно всем. Однако ему противостояла целая система. Сначала в лице его же кумира Томаса Эдисона, а затем финансиста Джей Пи Моргана, с помощью которого была похоронена не просто башня Теслы, а целая технология. Судьба Тесла не история о неудачнике, это упущенная возможность. Его поражение – это наше предопределенное будущее, где мир счетчиков и платного электричества считается нормой. У меня еще остались вопросы по этой теме, и все ответы на них будут опубликованы в моем телеграм-канале. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где помимо этой темы вас ожидает еще множество интересных, полезных материалов, ответов на вопросы, которые я не публикую на YouTube. А если у вас плохо работает YouTube, в моем телеграм-канале вы можете посмотреть все мои расклады в хорошем качестве. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии к этому видео. А с вами была я, Сабина, и мой канал Энергия Таро. Всем пока!